ребята, уж коль скоро мы находимся с вами в Знаменске, почему бы и не взять кофейку, тем более мы с Алисой вдвоем сегодня. Здороваться не надо? Можно. Всем добрый день. Потому что мы сегодня отправляемся, друзья, на шлюз. На старый шлюз, который сейчас уже стал популярным туристическим объектом в Калининградской области. Смотрите это видео до конца, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Ваше здоровье. Булочка с кленовым сиропом и капучино. На здоровье, друзья. Кирха Вилау, Святого Якоба, в городе Знаменск. В 17 веке в Восточной Пруссии понадобилось соединить отдаленные земли с портом для развития торговли. Так появилась идея связать Мазурские озера с Балтийским морем. Изначально планировалось превратить мелководную реку Анграпа в судоходную, но проект оказался технически невыполнимым и слишком дорогим. Его забросили. Следующий вариант – строительство канала, отрезки которого соединялись бы сухопутными рампами. По ним суда должны были передвигаться по рельсам на тележках, на канатной тяге, чтобы преодолеть разницу высот в 111 метров. Этот проект был утвержден, но жители ближайших поселений отказались отдавать свои земли под строительство. В 1907 году, наконец, представили новый проект канала от Мазурских озер через реку Лава к Балтийскому морю с помощью 10 шлюзов, вертикальных судоподъемных лифтов. Строительство началось в 1911 году, но шло с длительными перерывами. Первая мировая война, экономический кризис. Продолжилось строительство канала только в 30-е годы XX века. Работы велись и днем, и ночью. Мазурский канал был вторым по вложениям проектом после автобана Берлин-Кёнигсберг. На Мазурском канале впервые в истории использовались экскаваторы, бетононасосы и сварка металлоконструкций вместо клепки. В некоторых местах ложе канала лежит выше окружающей местности. Для этого создавались искусственные насыпи. С 1939 года строительство резко замедлилось из-за нехватки стройматериалов и рабочей силы в связи с началом Второй мировой войны. В 1942 году, после наступления советских войск, проект остановили. К этому моменту канал был готов на 70%. Построили почти все авто- и ЖД-мосты. Северную, теперь российскую, часть уже заполнили водой. Шлюзы тоже были почти готовы. После Второй мировой войны территория Восточной Пруссии оказалась разделенной между СССР и Польшей. Мазурский канал перерезала межгосударственная граница. Завершение строительства потеряло смысл. Он больше не мог существовать как целостный проект. Для шлюзования необходим слив воды из Мазурских озер до реки Лава по цепочке от шлюза к шлюзу. Смотреть вниз не шибко комфортно, друзья. Мы с вами находимся на шлюзе номер 5. Немецкое название Георгенфельд. Построен в 1920-х годах. Ширина 7,5 метров, длина 45 метров, глубина 15,5 метров. Ну как тебе, Алис? Страшно, очень страшно. Если бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Шлюз номер 5 самый большой на российской части Мазурского канала. Оборудован 2 сберегательными бассейнами на разной высоте. Сохранились основные затворы в головах шлюза и нижние плоские подъемно-опускные ворота. Демонтированы верхние ворота, приводы и цилиндрические затворы. Ненастная погода, высота
У кого фобия высоты, друзья, не бойтесь. С точки зрения безопасности все предусмотрено. Ну а впереди нас ждало посещение кафешки, из которой открываются прекрасные виды на прилегающую территорию. Кстати, согласно проектным данным, длина Мазурского канала составляет 54 километра, ширина 23 метра, глубина 2,5 метра. Максимальный перепад высот 111,4 метра. Что я могу сказать, друзья? Мне здесь однозначно понравилось. Место стоит посетить. Здесь вы узнаете что-то новое. Ну и в очередной раз полюбуетесь красотами нашей области. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока. До новых встреч.